Всем привет! Сегодня у нас тема будет это стеклохолст. Что такое стеклохолст? Куда нам следует его клеить, куда не следует? Откуда, во-первых, вы услышали такое слово, да, стеклохолст? Вам, например, строители в смете написали оклейка стеклохолста, и вы задаетесь вопросом, что такое, откуда эта сумма и для чего она нужна. Во-первых, стеклохолст это хорошо. То есть это вот такая паутинка. Например. То есть продается она в рулонах по 50 метров длиной и по 20 метров длиной. Тоненькая такая паутинка, полотно, которое при оклейке его на стену армирует ее, то есть спасает вашу стену от микротрещин. Если где-то там шпаклевка немножко отколупалась, то вы этого даже не заметите, из-под стеклохолста. То есть стена такая более гладенькая получается. То есть без таких минимальное количество получается микроцарапин от шкурки, когда вы стену под покраску готовите, вы ее шлифуете, и такие микроцарапинки от шкурки остаются. Вот на стеклохолсте их гораздо меньше получается. От крупных трещин не спасает стеклохолст. То есть если стена, например, в новостройках бывает, что трещины идут в определенном месте достаточно крупные. Вот когда у нас стена трещит, обои, как под обоями, как она трещит? Обои вот так смещение вот такое идет, и вот эта вот полоса на обоях, видно, что там трещина сместилась и такая покоробила ее. Вот со стеклохолстом тоже так же происходит, если трещина крупная. То есть стеклохолст это не панацея. Он, да, это хорошо, он от микротрещин спасет, он более ровную сделает поверхность, армирует эту стену, но от крупных он не спасет. Также стеклохолст, он не предназначен под обои, например, или под фактурные штукатурки. Вот все, что сейчас я говорю, это не подтверждено никакими документами, данными, математическими расчетами. Это только ощущение, скажем, штукатура-маляра с большим опытом. Под фактурные штукатурки я бы стеклохолст клеить не стала. Почему? Вот такая паутинка, она достаточно тоненькая. И клеится она, как обои, на обойный клей на такой. То есть это такой тоненький материал, приклеенный на обойный клей. И вы представьте, если вы положите на него фактурную штукатурку, в среднем 1,5 килограмма на квадратный метр весом. Так вот, поищите в интернете данные, я искала, не нашла. Если выдержит ли стеклохолст вес 1,5 килограмма на квадратный метр, и если выдержит, то надолго ли? Вот я не верю. То есть по моим ощущениям, я бы фактурную штукатурку на него не стала. У нас просто это распространено сейчас. Покупают материалы, например, такие объемные, и говорят, что под него клеят стеклохолст. То есть у них мастера на объекте клеят стеклохолст. Я бы не стала. Это такой определенный вес, он, во-первых, обойный клей, да, и такая тоненькая паутинка, и вот этот вес, который, он все равно будет тянуть на отклеивание. Я бы не стала этого делать. Стеклохолст предназначен под покраску, под тонкие декоративные штукатурки. Это шелка, пески, бархаты, всякие велюры. То есть вот такие тоненькие покрытия, у которых расход 200-300 грамм на квадратный метр. Вот это идеально и очень хорошо. И если у вас в смете написано оклейка стеклохолста, и у вас там предназначаются именно эти покрытия, то да, я рекомендую с этим согласиться. Но не ожидать, что это панацея, что он от всего вас спасет и вообще все будет идеально. Нет, это не спасение от всех трещин. Как-то так примерно. Все, что о стеклохолсте мы хотели сказать. Больше всего вообще тема разговора была о том, что под фактурные штукатурки не надо его. Это больная тема сейчас для нас. Потому что каждую неделю по 2-3 клиента приходят, говоря о том, что они клеят стеклохолст под фактурную штукатурку. Но мне как-то клиентов жалко. Допустим, мы 20 лет работаем в ремонте, и за 20 лет я бы сказала, что опыт достаточный. Я бы не стала. Под покраску, да, можно. Все, всем спасибо. Будут вопросы, задавайте. Всем пока. Если понравилось и было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.